Привет, друзья! Сейчас утренний обзор с новостями Европы. В Германии канцлер Фридрих Мерц высказал серьезные замечания по новой стратегии безопасности Соединенных Штатов Америки и отметил положение, которое вызывает заметный интерес в Европе. Кстати, поддержала его и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, напомнив о необходимости собственных сил и собственных правил для Европы. Пока политики обсуждают будущее направление безопасности Европейского Союза, в Берлине планируется акция работников государственного сектора, которая организует профсоюз Верди. Эти мероприятия могут повлиять на организацию работы социальных служб, школ и транспорта Берлина. А еще Германия делает шаг в сторону будущего. Немецкий автопроизводитель Mercedes официально идет в автономные роботакси и меняет представление о том, как вообще будут выглядеть поездки. И это еще не все. Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен запускает расследование против, внимания, компании Google. И вопрос уже не в технологиях, а в том, кому принадлежат слова и видео, которыми мы все пользуемся ежедневно. И напоследок новая дипломатическая традиция, куда же без нее. В немецких посольствах за границей появится портрет министра иностранных дел. Похоже, образ политики теперь будет присутствовать и в визуальной форме. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал новую стратегию национальной безопасности США, заявив, что документ неприемлем в ряде пунктов для Европы. По словам Мерца, Вашингтон продолжает предлагать европейским государствам именно свои подходы, и это уже не соответствует текущим ожиданиям Европы. Мерц подчеркнул, что Европа самостоятельно способна защищать свои демократические ценности и не нуждается во внешних рекомендациях по тому, как ей развиваться. Он заявил, что континенту нужна более самостоятельная политика безопасности и сказал, что Германия будет добиваться равноправного партнерства с Соединенными Штатами Америки, а не роли младшего союзника. На стороне Мерца частично выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что Европейский Союз должен усиливать собственную оборону и стратегическую автономию, особенно на фоне растущей конкуренции мировых держав. По ее словам, ЕС готов сотрудничать с Вашингтоном, но только в рамках взаимного уважения и четко определенных интересов Европы. Таким образом, новая американская стратегия безопасности стала поводом для продолжительной дискуссии внутри Европы. Германия и Европейская комиссия продолжают говорить о необходимости развития собственной безопасности и технологических возможностей, собственной стратегии и собственного голоса на мировой арене. Следующая новость – одна из самых важных для Германии в ближайшие недели. В Берлине планируется масштабная акция в сфере государственного обслуживания. Профсоюз Верди объявил о предупреждающей забастовке на 18 декабря 2025 года. Среди требований – это повышение зарплат на 7%, но минимум на 300 евро для низкооплачиваемых групп, а также заключение нового годового коллективного договора. Верди критикует, что городские власти планируют резать расходы на социальные услуги и считает, что люди, оказывающие эти услуги, должны получать достойную зарплату. В акции примут участие работники служб, учреждений социальных служб, образования, полиции и строительного сектора. В числе ожидаемых действий это митинг перед зданием парламента земли Берлин, где должны быть утверждены бюджет и возможные поправки. Профсоюз хочет показать, что уменьшать финансирование за счет работников и качество услуг недопустимо. Для жителей города это может означать сбои в работе детских садов, учреждений соцобслуживания, транспорта и других публичных сервисов. Эти акции показывают, что профсоюз Верди требует пересмотра условий оплаты труда и улучшения уровня социальной защиты работников, и власти должны учитывать эти запросы. Следующая новость связана с обсуждением курса одного из автомобильных гигантов Германии. Компания Mercedes-Benz официально заявила, что она входит в бизнес автономных роботакси. Вместе с китайским технологическим партнером Momenta и при поддержке оператора из Объединенных Арабских Эмиратов Люма, Mercedes запускает флот роботакси на базе новой модели S-класса. Первые тестовые поездки начнутся уже в ближайшее время в Абу-Даби. Это не просто эксперимент, потому что такси будут работать без водителя по стандарту уровня 4, то есть автомобиль сам ориентируется на дорогах в пределах заданной зоны и подходящих условиях.
Mercedes обещает для пассажиров комфорт класса люкс и технологии будущего – это простор, премиальный салон и высочайший уровень безопасности. При этом немецкие автопроизводители отмечают, что традиционные перевозки для него перестают быть главным направлением. Уход из классического бизнеса такси, по словам компании, давно назрел, а роботакси откроют новую страницу. Mercedes рассчитывает, что успех проекта в Абу-Даби станет отправной точкой для глобального запуска. Также планируется расширение и на другие рынки, возможно, и в Европе. Таким образом, Mercedes-Benz не просто выпускает новую модель, он меняет подход к такси. Скоро поездки на авто могут стать полностью автономными, безопасными и роскошными. И это еще не все важные новости сегодняшнего обзора. Европейский Союз начал официальное расследование в отношении Google. Европейская комиссия во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен объявила, что запускает официальное расследование. Ее беспокоит, как компания Google использует чужие материалы, тексты и видео для работы своих систем искусственного интеллекта. Суть претензий проста. Google снабжает свой поиск умными результатами, такими как ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, чаты, обзоры. Для этого компания берет контент с десятков тысяч сайтов и из видео на платформе YouTube, то есть не закрытых, а общедоступных. Но при этом, по мнению комиссии, Google не всегда спрашивает разрешение у авторов, не платит им за использование и не дает им возможности отказаться. Кроме того, Европейская комиссия отмечает, что подобный подход может приводить к неравным условиям для конкурентов. Ведь сторонним разработчикам искусственного интеллекта моделей доступ к тем же материалам ограничен, а значит Google может монополизировать рынок ответов искусственного интеллекта. В случае установления нарушений компании может быть назначен значительный штраф, который может достигать 10% годового мирового оборота. Для миллионов создателей контента это важное уведомление о возможных изменениях правил использования материалов, так как без их согласия их тексты и видео не должны становиться сырьем для чужих алгоритмов. Европейская комиссия подчеркивает, технологии – это хорошо, но не любой ценой и не в ущерб авторам и честной конкуренции. Главный вопрос заключается в том, как сохранить развитие технологий искусственного интеллекта при соблюдении прав авторов и честной конкуренции. Сейчас за ответом следит вся Европа, и следом за Google, возможно, придут и другие крупные технологические компании. И в завершение, немецкое министерство иностранных дел собирается изменить привычную дипломатическую традицию. Во всех зарубежных посольствах Германии появится портрет министра иностранных дел. Таким образом, рядом с уже привычным фото президента будет висеть и изображение Йохана Вадефуля. По информации, которая приводится, письмо о новой практике уже разослано всем зарубежным представительствам, где указано, какое фото использовать и в каком размере его оформить. Решение вызвало активное обсуждение. В ряде посольств такое требование восприняли с удивлением, так как до сих пор традицией было лишь фото главы государства. Некоторые дипломаты считают, что эта инициатива выглядит как усиление публичного образа самого министра, а не как практическая необходимость. В ведомстве Вадефуля пояснили, что цель нововведения – это усилить связь между штаб-квартирой в Берлине и зарубежными представительствами. Фото министра, по их словам, должно символизировать, что все посольства – это часть единого ведомства, а не отдельные отдаленные офисы. Таким образом, привычный порядок меняется. Одни видят в этом усиление официального имиджа, другие считают это излишним акцентом на индивидуальных характеристиках. В любом случае, изменения в дипломатической практике становятся заметными и в оформлении посольств Германии по всему миру. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.